Всем привет, это канал Илон Маск. В конце прошлой недели мы выкатили перевод нового интервью с Илоном Маском. Уже сейчас можно посмотреть его на канале. А еще у этого интервью есть супер расширенная версия, которая будет выпущена на Бусти. Отличный повод подписаться, ссылка в описании. А в этом дайджесте европейцы теряют киберпикап, гигафабрика в Индонезии и обвинения в сексуальных домогательствах против Илона Маска. Начнем с Тесла. Только-только Илон Маск предупредил, что Тесла может прекратить принимать заказы, как с Кибертраком это уже произошло. Тесла перестала принимать заказы на пикап за пределами Северной Америки. Остальные клиенты теперь могут только подписаться на получение обновлений о пикапе. Все дело в том, что производство Кибертрака начнется только в 2023 году, а заказов уже хватает, чтобы обеспечить производственные мощности на 3 года. Так что Европе, Китаю и всем остальным придется потерпеть. Тесла приостанавливает расширение в Индии. Переговоры о снижении налогов на импорт автомобилей с правительством Индии шли больше года и закончились примерно ничем. Так что Тесла решила отказаться от планов по поиску выставочного зала в стране и переназначила часть местной команды на другие проекты. На смену упрямой Индии может прийти куда менее упрямая Индонезия. На прошлой неделе Илон Маск встретился с президентом Индонезии, и они обсудили потенциальные инвестиции. Согласно заявлениям властей страны, Тесла построит свою следующую гигафабрику именно там. Если сделка состоится, то, скорее всего, будет включать в себя поставку никеля. В Индонезии очень много никеля, а где много никеля, там и производство аккумуляторов наладить проще. Из-за бешеной нагрузки на сервисные центры Tesla сделала бесплатными все свои руководства по обслуживанию и ремонту. Доступ к диагностическому ПО все еще стоит $500 в месяц или $3000 в год. Но годовая подписка на информацию об обслуживании и ремонте на сайте компании теперь стоит $0. Руководства включают подробные инструкции по кузовному ремонту. Отлитые части кузова ремонтировать не так уж и сложно. Tesla увеличила численность армии бета-тестеров полного автопилота до 1 миллиона. Это весьма значительное число, ведь с момента своего создания Tesla продала чуть более 2 миллионов автомобилей. У самого автопилота на основе зрения вырос предел максимальной скорости. Раньше ограничение составляло 130 км в час, а теперь 140. Неплохо, но все еще ниже предела для автомобилей с радарами и их ограничением в 144 км в час. Правда, Илон Маск давно предупреждал, что каждый, кто рассчитывает на радары, обречен, так что следим за развитием событий. Илон объявил, что 19 августа Tesla проведет День ИИ, где компания продемонстрирует свои последние достижения и снова попробует убедить великие таланты в области ИИ, ПО и чипов присоединиться к компании. К моменту презентации из творческого отпуска вернется наш любимый Андрей Карпати, луч света в темном царстве предстоящего перевода. А Илон Маск тем временем снова ругается. Tesla исключили из индекса S&P 500 ESG, который отслеживает и оценивает компании в соответствии с экологическими, социальными и управленческими принципами. Tesla получила низкий индекс Dow Jones из-за действий по урегулированию инцидентов, связанных с автопилотом, и разногласий вокруг завода во Фримонте. В итоге Tesla, единственной целью которой является ускорение внедрения устойчивой энергетики в мире, получила в общем зачете более низкое место, чем нефтяные компании. Илон Маск назвал ситуацию возмутительной аферой и сказал, что компания, стоящая за этим шагом, потеряла свою честность. Ну и наконец, Илон Маск объявил, что Tesla создает хардкорный отдел судебных разбирательств. Ведомство будет подчиняться непосредственно самому Маску, который отметил несколько принципов. Первый. Команда никогда не будет добиваться победы в справедливом иске против Теслы, даже если команда наверняка выиграет. Второе. Команда никогда не сдастся и не урегулирует несправедливое дело против Теслы, даже если команда, скорее всего, проиграет. Ну что ж, учитывая количество исков против компании, давно пора было это сделать, хотя не займут ли судебные дрязги драгоценное время Илона. Далее про SpaceX. На прошедшей неделе SpaceX запустили миссию Starlink 4.18. Как обычно, орбиты достигли 53 спутника, первая ступень летала в 5-й раз, и запуск был полностью успешным. А в начале следующего года SpaceX запустит на Falcon Heavy спутник Рекордсмен. Геостационарный коммуникационный спутник Jupiter 3 или EchoStar 24 может стать самым тяжелым частным геостационарным спутником в истории. Если не считать военные миссии, там-то информация о полезной нагрузке засекречена. Масса Jupiter 3 составит 9,2
2,2 тонны. Кстати, сейчас рекордсменом считается 7-тонный спутник Telstar 19 Vantage, который тоже запустила SpaceX. Как и обещалось, экипаж полностью гражданской миссии Polaris Dawn приступил к тренировкам в штаб-квартире SpaceX в Хоторне. Будущие астронавты уже прошли обучение по подводному плаванию, которое поможет отработать выход в открытый космос. Классно, что такие разные занятия имеют такой похожий результат. Вот начнется лето, и можно будет тоже астронавтами себя представлять. Не нырнул пьяный в речку, а отработал выход в открытый космос. Красота! Ну и в конце про Илона Маска. Ох и трудная неделя вышла у Илона нашего Маска. Предпринимателя обвинили в сексуальных домогательствах, но ситуация откровенно странная. Подруга предполагаемой жертвы рассказала об обвинениях не суду, а изданию Insider. По ее словам, в 2016 году SpaceX наняла женщину в качестве бортпроводника на корпоративный самолет Маска. Во время одного из полетов Маск якобы вел себя неадекватно, попросив ее зайти к нему в номер для массажа всего тела. Когда бортпроводница пришла, то обнаружила, что Маск был полностью обнажен, за исключением простыни, закрывающей нижнюю половину его тела. Во время массажа Маск обнажил свои гениталии, а затем прикоснулся к ней и предложил купить ей лошадь, если она сделает больше, имея в виду совершение полового акта. В 2018 году бортпроводница наняла юриста и сообщила об инциденте в SpaceX. Сообщается, что SpaceX выплатила женщине $250 тысяч в качестве компенсации из-за нежелания поднимать шумиху во время суда, а не из-за признания вины. Илон Маск прокомментировал статью: «Если бы я был склонен к сексуальным домогательствам, вряд ли это был бы первый случай за всю мою 30-летнюю карьеру, когда об этом стало известно». Маск назвал статью политически мотивированным наездом, поскольку подруга предполагаемой жертвы – крайне левая активистка из Лос-Анджелеса с серьезными политическими мотивами. В Твиттере Илон добавил, что эти дикие обвинения совершенно не соответствуют действительности. Он также предложил автору статьи, раз уж ее подруга видела его голым, попробовать назвать хоть одну особенность его тела, неизвестную общественности, типа шрамов или татуировок. Мы не знаем, есть ли у Илона татуировки, но можно пофантазировать в комментариях, что он мог бы себе набить. Предлагаем логотип Твиттера у сердца, но вдруг у вас есть идеи получше. К слову о Твиттере. Главному юристу Твиттера не понравились публичные сомнения Илона Маска насчет покупки соцсети из-за недостоверных сведений о количестве фейковых аккаунтов. Юрист соцсети заявил, что такого понятия, как приостановка сделки, не существует, и компания не планирует пересматривать цену выкупа. Многие считают, что Маск может использовать сомнительные утверждения Твиттера касательно ботов, чтобы попытаться пересмотреть условия сделки, купить компанию подешевле или вовсе отказаться от покупки. Однако в случае разрыва сделки Маску придется выплатить $1 миллиард штрафа, а предприниматель вряд ли пойдет на такие расходы. Или нет? Вы как считаете? Наконец, Ford издевается над Илоном Маском в своей новой рекламной кампании. Во время знаменитых скачек в Кентукки Ford пустили в эфир минутную рекламу с явной отсылкой к Илону и SpaceX. В ней закадровый голос говорит: «Сейчас может показаться, что единственные люди, которые имеют значение, это те, кто громче всех хотят все разрушить. И они улетают на личных космических кораблях, когда становится трудно». Сцена завершается запуском корабля, который очень похож на Dragon. Зачем это было нужно, непонятно. Вообще, между Илоном Маском и генеральным директором Ford отношения достаточно теплые, но есть в Форде один топ-менеджер, который как полоумный хейтит Тесла и Маска в Твиттере. Похоже, реклама появилась не без его участия. Забавно, что у самих Ford, что называется, рыльца в пушку. Тесла регулярно обвиняют в непреднамеренном ускорении автомобилей, но заявления всегда оказывались ложными. А сейчас Ford отзывает Mustang Mach-E именно из-за этой проблемы. Что там было про бревно в своем глазу не замечают, не помните? Спасибо за просмотр, все полезные и интересные ссылки будут в описании. Заглядывайте и подписывайтесь на канал Илон Маск. Не чужие люди. Пока!